Добрый день, друзья! Сегодня 23 апреля 2024 года. Сегодня мы будем выполнять прививку черным в черное. Вот у нас имеется вот такой вот куст винограда, который мы будем перепрививать. Значит, инструменты, которые нам требуются: секатор, прививочный нож, изолента, подмоточная лента, ну и сам материал, привой. Вот они предварительно у нас уже замочены, тут разные сорта. Они уже тут с бирочками плавают. Подбираем по диаметру похожий черенок. Значит, и в данном случае мы определились, что будем прививать сюда. Значит, прививка будет выполняться секатором. В данном случае позиционирование, значит, у нас, если мы режем почка сюда, и наш привой будем резать в таком же, то есть такой же позиции. Срез будем осуществлять под почкой. Значит, ставим нож, ориентируем посередине, делаем срез. Так. И вот наша прививочка. Точно так же, если вам видно, нож посередине, вот, выставляем и делаем срез. Так, готово. Привойная часть у нас. Обмакнули в воде, приставляем, примеряем. Почка сюда у нас была. Вот такое прилегание в данном случае у нас. И начинаем делать подмотку. Так как это секатор у нас U-образный, первый слой мы делаем изолентой. Так, аккуратненько, не спеша, совмещаем один край и делаем натяжечку. Можно придавить вот так на время подмотки. Все. Теперь берем подмоточную ленту. Лента китайского производства. Мы уже используем, наверное, 3-й год ее. Начинаем мотать. Так. Во время подмотки следим за тем, чтобы привойный материал не смещался у нас, не перекосился, не выскочил. Вверх подматывать мы не будем, так как край был запробкованный, он не обновлялся. Смысла я не вижу подмотки, то есть смотаем только вниз. Вот. Все. Прививка, значит, с секатором готова. Сейчас будем делать прививку ножом прививочным. Такой у нас есть ножичек. Значит, подберем по толщине. В данном случае будем делать сюда. Подберем подобный по толщине материал. Вот, я думаю, ну, так как это будет на клин делаться, это коротковатый материал. Надо подлиннее найти. Вот, материал подлиннее. В данном случае вот этот больше подходит. Так, еще один момент. Когда делаете прививку, после того, когда закончили прививать, обязательно надо привязать. Потом, когда 2 и более прививок, вы не вспомните, что вы привили. Так, теперь следующий материал.
Вот у нас вымочился этот привой. Цвет зеленый видно. И сейчас будем делать срез. Ножик предварительно обработан был. Делать будем под почкой. Так. Смотрим, позиционируем, чтобы в той же плоскости зарез сделать. Отсюда удобнее. И пошли в этой плоскости. Так. Ну, клин, в принципе, готов. Можно подровнять. Чуть-чуть. Чуть-чуть подровняли. Ну, в принципе, нормально. Так, намочили водички. Так, здесь делаем срез под почкой. Теперь нам требуется сделать расщеп. Так, берем наш клинышек. Так, мы грань сейчас подровняем, что-то у него тут где-то вот так получше будет. Так, вставляем. Почка у нас сюда. Ориентируем почку в эту сторону, значит. Так, теперь делаем подмотку лентой. Один край совместили, второй край у нас не попал, так как толщина привоя чуть тоньше оказалась. И начинаем мотать. Придавливаем. Прижимаем. Лента чуть-чуть перетягиваешь, она разрывается. Так, ну достаточно. Так, а третью прививку мы сделаем улучшенной капулировкой, да? Так, я думаю, вот в эту часть можно попробовать. Сейчас подберем также. Сейчас не забываем наматывать, какой-то был сорт. Так, это важный фактор. Здесь, значит, у нас по толщине только вот этот подходит, да? Так, но у него длина не позволяет, смотри, коротковатый. Так, эти тоньше. В принципе, можно вот сюда попробовать, более, вот в эту часть более подходит.
Так, ну что, какой нам больше нравится? Вот этот зиронька, да? Сюда более подходит. Так, срезаем эту часть. Срезаем эту часть. Так, сделали косой срез. Если вы заметили, вот пасока уже выделяется, но мы ждали такой фазы растения, когда пасока не очень интенсивно выделяться будет. Уже вот дождались, что она вот слабо выделяется, то она лилась. Так, откладываем треть, делаем зарезик. Зарезик. Вот так вот. Есть. Так, где наша зиронька? Так. Почку нам нужно сюда, да? Значит, срез делаем отсюда. Так вот. Сделали срез. Приложили. Длина среза, ну, мы угадали. Так, теперь мочили водички. Сердцевина что-то у нас выскочило. Можно убрать, если мешает. Так. Откладываем третью часть, так же самое. Делаем зарезик. Зарезик делаем. Так. И одеваем совмещаем наши подвой с привоем. Вот так вот. Все. Капулировка улучшенная готова. Есть. Теперь приступаем к подмотке. Во время подмотки прижимаем привой к подвою. Почечки 2, тут даже 3, да? 3 почки, уже набухли почки. Лежали в подвале, хранились при температуре. Сначала было 5 градусов, потом уже 6-7. Сейчас уже, наверное, до 8 доходит. Так, тут тоже срез не обновлялся, поэтому не трогаем. Так как срез запропкованный. Это был верх черенка срезан. Так, хорошо. Ну все, в принципе. Вешаем нашу бирочку. Где там наша бирочка? Зиронька. Привязали. Ну и четвертая прививка, которую мы сейчас будем делать, это будет, значит, окулировка. Если потолщнее подберем, то сделаем на место почки. Если
толщина нашего материала будет тоньше, то сделаем под почку. Под почечку. Но в данном случае у нас материал тонкий, да? Перцовый черный. Так, это у нас новое. Так, возьмем. Так, там бирку завязали на том сорте, да? Так, вот у нас есть сорт, который мы подобрали, и начинаем делать, ну, вот примерно там сантиметр от почки, много не надо. Делаем зарез. Так, и покачивающими такими движениями. Надо стараться под окулировку брать почку, на которой не было пасынка. То есть такая, чтобы была более компактная почечка. Потихонечку, не спеша. Это самое твердое место при прохождении, это почка у нас. Вот. Вот так постепенно режем, режем, режем. И наша задача глубоко не зарезаться, а буквально вот кожицу взять. Не нужно глубоко зарезаться. И примерно в сантиметре под почкой делаем вот такой вот зарез наклонный. Чтобы когда мы будем вставлять почку, чтобы она у нас держался, щиток, так сказать. Ну вот, друзья, мы срезали щиток. Не всегда получается ровно срезать. Вот смотрите, если вот в этой плоскости, в принципе, получилось у нас ровно. Часто и густо бывает полукругом или где-то какая-то щепочка торчит. Наша задача, значит, подровнять неровности, пройти ножом. Вот, например, если там что-то выглядывает, но видите, в данном случае ножом я прохожу, и вот тут вот небольшая волна, видите, например, видите, волна. То есть можно так вот взять и чуть-чуть там вот срезать вот это, то, что выглядывает, видите. И в принципе у нас щиток ровный получился. Значит, мы будем делать, сейчас побеги тут ослепим, в данном случае. Вот этот побег уберем. И ослепим действующий побежек тоже. Так как у нас ширина материала не позволяет делать в почку. Ну, в принципе, можно почка, но тут видите небольшой изгиб, мне это не нравится. Мы сделаем зарез под почку сейчас. То есть что на почку, что под почку. Для этого требуется нам что? Приложить почечку вот так вот. Значит, зарез мы начнем вот отсюда, чтобы нож влез. То есть делаем метка, вот одна у нас меточка. А вторая меточка вот у нас. Вот, делаем метку. Щиток пока кидаем в водичку. И делаем наш ножичек, сполоснем, чтобы на нем всяких не было. И делаем зарезик. Вот. Зарез нам нужно на ширину делать щитка, не больше. Здесь мы сделаем также под наклоном, чтобы держалась наша почечка, чтобы держалась. Вот. Не спешите резать сразу широко, потому что щиток у вас может оказаться, ну, то есть вы сделаете шире срез. Так, подправили место срезки, прививки. Материал жесткий такой. Примерили. Взяли почечку, приложили. В принципе, попали, если вам видно. Вот карман этот. Так, ну сейчас берем подмотку. В принципе, сейчас можно подровнять древесину, там кое-какие
Кое-какие щепочки тут остались. Посрезать, чтобы не мешало. Вот тут более так детально подровняем. Так. Вставляем наш щиточек в кармашек. Вот видите, как он садится. На солнышко покажи, чтобы солнце попало. Вот. И начинаем подмотку. Вот вставили наш щиток. Он сел в карман. И сейчас будем делать подмоточку. Чуть-чуть мотнули снизу. И пошли мотать. Если хороший кармашек здесь, щиток у вас держится и нет необходимости его там. Единственное, что можно сразу позиционировать. Вот видите, там чуть-чуть подправили. Почку не обматываем. То есть подмотали низ. Зафиксировали его, чтобы он с кармана не вылазил. И плавно перемещаемся наверх. Вот. Подматываем вверх. Вот эти моменты, самое главное, вот эти места, которые треугольники, вот эти, где место, где не подматывается, надо обязательно подматывать. Вот это место подсыхает как раз напротив почки, вот это самое важное, подмотать. Ну и перекрестными такими моментами мотаем. То есть сначала подмотали вверх-вниз, а потом перекрестно обматываем. То есть прошли и перекрестно сюда, вот так вот. Мотнули сюда. Ну и так далее. Наматываем. Почечку оставляем. Выше пройдемся тут до критичности. Так, сюда надо еще мотнуть. Ну, в принципе, вся подмотка. Вот так вот. То есть верхний побег мы ослепили. Если у вас материал подобный по толщине, прививаете на место почки. Но условие должно быть, что вот это место должно быть ровное. Вот видите, в данном случае у нас изгиб. Меняется направление у побега. То есть вы будете щиток прививать, он у вас слезет, грубо говоря, сюда сместится. То есть это место не сильно подходило. Можно сделать было ниже. Вот, например, в этот побег. Но здесь тоже, если вы заметили, тоже видите изгиб. Вот, например, вот меняет направление. То есть не совсем удачное место. Поэтому в данном случае, так как у нас привой был тоньше, подвой толще, мы сделали зарез под почкой. Все, окулировка готова. Вешаем бирочку. О, уже вон. В принципе, тут как камедь выступает, это хорошо. Вешаем бирочку, что за сорт, чтоб не забывать. Ну вот, вкратце о наших прививках. Еще один немаловажный момент. Вот эти почечки, которые, видите, вот идут. Вот смотрите, в данном случае старый сорт. Их нужно просто ослепить, чтобы переключить питание на эту почку. Вот в данном случае, видите, то же самое. Берем, срезаем почку здесь. Также посрезали, все поудаляли. Ну, тут она, выпавшая почка. Здесь почечка вот у нас. Так, ну там в дальнейшем, если какие-то почки, вот еще почечка, появятся ростки, так сказать, побеги. Вполне возможно, что из спячих почек. Ну вот, например, почечка у нас. Вот смотрите, капелька выступила. Запробкованная древесина была, видите, а капелька выступила. То есть пробивает.
Так, вот удалили почечку. Все. Вот такие 4 основные метода. Вращеп, улучшенная популировка, окулировка и также прививка секатором. Ну, секатором в данном случае мы 2 прививки выполнили. Секатор вообще отлично приживается. Практически 90% у нас получается. Так. Понятно, что инструмент после этого споласкиваем. Все готово. Ждем прироста. Куст немаловажно. Значит, так как он привился, у нас шли дожди, но перед прививкой и после нужно содержать, так сказать, во влажном состоянии. То есть поливать в ведро 2, 3, 4 поливать, чтобы был подпор влаги, чтобы почка не пересохла и пошла таки в рост. Ну, вот такое вот у нас видео получилось. Всем, кто понравилось видео, кому понравилось видео, ставьте лайк. Увидимся в следующем видео. До свидания.